Всем приветственного брутозавра! Мы начинаем цикл видео по фарму руды и травы в дополнение Shadowlands. Для начала хочу познакомить вас со своим интерфейсом и тем, что нам поможет в фарме. Итак, погнали! Пункт 1. Забываем про небесного голема, так как в фарме он очень проигрывает друиду. У ребят, которые занимаются PvP и PvE контентом, есть свои метовые классы для игры в рейде, миф-плюсах и аренах. Так и у нас на фарме есть своя мета. И, если вы хотите быть успешными в фарме, качайте друида. В дополнение к первому пункту, сразу хочу предложить метод прокачки. Создаем друля любой союзной расы, тем самым сразу получая 10 уровень. Выбираем танка или хила и качаемся в БФА по инстам и квестам. Таким образом, за день без особых проблем можно взять 30-40 левел. Как только взяли 48 уровень, сразу летим в Воргри, берем квест Shadowlands, выполняем вступительную цепочку в утробе, попадаем в Ворибас на 50-51 уровне, выбираем нити судьбы и сразу идем в зал контуров по указанным координатам. Там мы учимся горному делу и травничеству. Все, с этого момента уже летим в наиболее понравившуюся вам локацию и начинаем фармить на безопасных спотах, тем самым сразу прокачивая персонажа, прокачивая навыки травничества и горного дела, а также получая голду, что по моему скромному мнению является самым профитным способом прокачки персонажа. С основным инструментом, а именно чем мы будем фармить, я вас познакомил. Теперь пора перейти ко второму пункту, а именно, что будет помогать нашему инструменту быть наиболее эффективным. Пункт номер 2. Аддоны. Да, конечно, можно играть и без них, все на вкус и цвет. Однако с помощью аддонов фарм можно сделать наиболее эффективным и менее скучным. Зайдем в мои модификации и посмотрим на то, что я считаю для себя наиболее полезным. В комментарии вы можете указать те аддоны, которые, по вашему мнению, могут улучшить наше нелегкое занятие. А по кнопке подписки и нажатию колокольчика вы сможете узнать о выходе нового видео и, возможно, появлении именно вашего аддона в следующих роликах. А пока вы делаете эту довольно простую ютуберскую рутину, я продолжу рассказывать и показывать свой интерфейс для фарма. Всего у меня 5 помощников. Однако вам посоветую еще один неплохой аддон, который поможет новичкам быстро разобраться с нелегким бременем фармера. Первым на очереди аддоном является небольшой и очень простой в использовании аддон под названием Speedy Auto Loot, который убирает появление окна лута, тем самым увеличивая скорость сбора не только травы и руды, но и остальных видов лута. Так что он пригодится для всего остального фарма, связанного с подбором лута, такого как шкуродерство, фарм ткани, бое, ингредиенты для кулинарии и так далее. Вы можете сказать, что функция автоподбора уже давно встроена в стандартный интерфейс Blizzard, а я могу возразить вот этим видео. Здесь хорошо видно, что лут падает в сумку гораздо быстрее за счет того, что окно лута вовсе не появляется, тем самым ускоряя сбор настолько, что в пределах часа экономится примерно 6-7 минут, что в итоге увеличит количество собираемого лута в час. С первым аддоном разобрались, переходим ко второму. Долго я сопротивлялся этому аддону, не понимая, чем и как он мне помогает. Однако знакомый уговорил им воспользоваться, и теперь я не вижу своего фарма без него. Речь идет об аддоне Roads, и он позволяет делать на нашей карте и мини-карте пометки. Вот тут начинается магия подсчета спауна наших ресов. Все те маршруты, которые я вам покажу, кроме маленьких, сделаны с учетом времени реса, травы и руды, тем самым увеличивая возможность при каждом пролете над тем местом, где спаунится наша травка или руда, обнаружить ее на месте и собрать. Поэтому рекомендую маршруты, которые вам понравится, прорисовать себе точно так же, как и у меня. Если нужно будет показать, как пользоваться данным аддоном, напишите в комменте, и в следующем ролике, перед тем как начать фармить, я покажу, как рисовать роут.
Следует уточнить, что спаун штука тонкая, и если вы будете летать постоянно по одному маршруту с одной и той же скоростью, то постепенно полностью весь рез на данном споте будет подстраиваться под вас. Однако при наличии большой конкуренции вам придется свой же маршрут уменьшать или ускоряться в некоторых местах, пытаясь подстроить спот под свой темп. Далее на очереди идет мой любимый аддон под названием Farm HUD. Данный аддон дает нам возможность перенести мини-карту из угла в центр экрана с учетом уже нарисованного маршрута, а также показывает радиус работы радара, который показывает ресы. Для меня аддон просто шикарный, так как игра на 32-дюймовом мониторе очень сильно утомляет глаза, если постоянно их переводить на угол, где находится мини-карта. А так я могу спокойно смотреть в центр экрана и не отвлекаться ни на что, тем самым превращая рутинный фарм в некоторое подобие медитации, особенно на спокойных спотах. Очень рекомендую данный аддон для всех, кому фарм быстро надоедает. Я такой же, как и вы. Однако теперь могу смотреть ютубчик и не пропускать драгоценный вдова цвета. Ранее я упоминал, что есть еще один аддон, так вот, называется он GatherMate и служит нам верой и правдой, показывая все места спавна ресурсов в локации. Данная подделка отлично работает в связке с Farm HUD и Roads, и также показывает места появления травы и руды на миникарте, которая переносится в центр экрана. Для новичков в фарме это будет отличным помощником в изучении всех спотов и мест реса. Ну вот, наконец-то мы перешли к самому интересному и в то же время самому сложному. Два аддона, которые работают в связке друг с другом и имеют отличный функционал для контроля доходов от фарма, а также показывают актуальный ценник на тот или иной предмет в вашем инвентаре. Loot Appraiser и так называемый TSM. И если с Loot Appraiser проблем нет, установил и начал пользоваться, то с TSM придется повозиться. Чтобы не растягивать ознакомительное видео еще сильнее, чем оно получается, я оставлю ссылку на Noob Club в описании к видео. Там конкретно и очень подробно рассказано о том, как настроить TSM до состояния «загружают актуальные цены» и даже больше. Теперь расскажу, для чего и как я использую этих ребят у себя. Loot Appraiser находится у меня внизу слева на этом видео и показывает, сколько в данный момент я насобирал ресов и сколько они стоят на аукционе на нашем сервере минимально, средняя цена продажи на сервере за последние 14 дней, средняя цена в регионе, в моем случае это EO Европа, и средняя рыночная цена в регионе на данный момент. Продаю я свои ресы по среднему ценнику за последние 14 дней. Это значит, что мои ресы не всегда, а точнее редко, будут находиться на вершине аукциона. Но при этом я точно знаю, что раз в 2 недели я буду продавать 100% большую партию товаров по хорошим ценам. Если голда нужна быстрее, то можете просто ставить по минимальным ценам аукциона. Тогда у вас очень быстро разойдутся ваши ресы, однако и цена может быть сильно занижена. Никогда не ставьте ваши товары по ценам ниже самой низкой цены на аукционе. Вы должны понимать, что время, проведенное за фармом, вы окупаете себе сами. И если вы свое время оцениваете дешевле, чем время других, то стоит задуматься над фармом в принципе, возможно, это и не ваше. Даже одна серебряная иногда приводит к валу цен на аукционе. Простой пример. Стоит трава по 10 золотых. Тут кто-то решает сделать умно и ставит траву по 9,99. Следующий человек, видя такую несправедливость и думая про себя, а я что, левый что ли, ставит по 9 ровно. Вуаля, из-за одной серебряной цена упала на 1 золотую. А в рамках того, что за день можно нафармить по 10 тысяч разных ресурсов, тут уже становится обидно и непонятно, зачем я вообще фармил, если такое происходит. Так что огромная просьба ко всем фармерам: подумайте, сколько стоит ваше время, и ставьте адекватные ценники на свои товары. По сути, все свои аддоны для фарма я показал, теперь остался небольшой третий этап, и можно приступать к фарму. Персонаж и сумки. Первое,
что рекомендую сделать со своим друлем, так это прикупить сумок по 30, а лучше по 32 ячейки. Тут объяснять долго не надо, чем реже мы опустошаем сумки, тем больше времени остается на фарм. По достижении 60 уровня постарайтесь накупить для своего персонажа картийского снаряжения, чтобы в случае попадания в битву у нас не возникло проблем. Моему персонажу вполне хватает 193 и левела для комфортного фарма всех 4 локаций. Также не забываем зачарить свои перчатки на быстрый сбор ресурсов. Данная чарка продается на аукционе и стоит недорого. До достижения 60 левела я рекомендую использовать огненную воду новолуния как баф на скорость сбора ресурсов. Данное зелье, если уступает постоянной чарке, то совсем немного. Получить такую бульку можно на ярмарке новолуния или на все том же аукционе за вечно золотые. В сумке также у меня имеются 2 интересных итема, полезность которых практически не доказана, но лучше затариться по максимуму. Первый итем — это кирка шахтера, которая дает мне плюс 10 к навыку горного дела, и купить ее можно на аукционе или у учителя горного дела. А второй итем — это лопатка травника, которая, как бы странно это ни было, дает плюс 10 к навыку сбора трав. Приобрести такую можно у учителя травничества. Еще раз повторюсь, что практически их полезность не доказана при максимально вкачанном навыке, но мне нравится думать, что собираю я больше и лучше. Все приготовления к фарму завершились. В следующих выпусках займемся непосредственно фармом на нескольких спотах в одной локации. Сравним доход с этих спотов и выведем среднюю сумму профита с каждой локации. А на этом у меня все. Всего вам хорошего. Голда есть, но вы держитесь.